Друзья, всем привет! В данном ролике рассмотрим сравнение двухтактных лодочных моторов Yamaha 9.915 и Suzuki 9.915 по расходу топлива. Многие считают, что какой-то мотор экономичней, какой-то мотор динамичней, но я уже делал сравнение этих моторов, вот здесь вот будет где-нибудь прикреплю видео. Расход топлива я в этом ролике не учитывал, поэтому сейчас мы делаем следующую часть — сравнение именно расхода топлива данных лодочных моторов. Сравнение и измерения будем проводить следующим образом. Берем бензобаки, взвешиваем их, запускаем одновременно моторы и одновременно стартуем на полный газ. После этого глушим моторы и взвешиваем тот остаток топлива, который у нас получился. Измерения будем производить на лодках примерно одного класса, чтобы минимизировать все возможные погрешности. Все, смотрим ролик, не переключаемся. Так, сейчас проведем тест на расход топлива Suzuki 15 и Yamaha 15 двухтактные. Тест будем проводить следующим образом. Берем весы, взвешиваем бензобаки, идем 5 минут по секундомеру на полном газу. Лодки примерно одинаковые, но от лодки здесь не сильно зависит расход. Главное, чтобы был полный газ. Вот. А потом взвешиваем бензобаки. И будет понятно, если там какие-то доли, то, соответственно, расход одинаковый. Если расход сильно отличаться будет, то это будет сразу же видно по весам. Весы точные, весы до сотых меряют. Даже не до десятых. Ни на что ничего не касался. Так, держи. Не качает. Так, ты качаешь, она прыгает. Так, ну где-то 12.36, 12.35, вот, все, пускай, все, она остановилась. Так, одевай бак. Но мотор не заводи. Так, сейчас тоже, смотрите, отсоединяем коннектор, чтобы исключить влияние, кстати, он слетает вообще на раз, чтобы исключить влияние шланга, да. Так. И потом единственно приблизь к этому, прям совсем. Тут даже масса прям одинаковая. Ну, 12.45. 12.45. Давай заводить. Так, на старт. Внимание. Поехали! Пять минут катались. 5 минут, да? Ну потому что ты маршрут неправильно выбираешь. Тебе надо было, где волны нет. Где что? Где волны нет. Тебе надо было туда-сюда кататься, где волны нет. Нафига? Я смотрел. А? Я за тобой ехал. Я тоже улетала. Так, короче, я сейчас взвешиваю свой бак, катались 5 минут, ну, плюс-минус там чуть-чуть, может 5,5. Просто меньше просто не будет расхода, понятно. Взвешиваем баки. Сначала взвешиваю свой бак. Ну, Сузука брызгает очень сильно. Ты видел, как у меня? Я медленнее тебя еду. Ты чуть быстрее. А? Я не знаю. Ну вот, флагман 350 едет с Yamaha 15. Едет быстрее, чем Suzuki 15 с флагманом простым. Так, сколько это у меня было, не помню. Было 12 с чем-то, да? Да. Сейчас, чтобы зафиксировалось. Просто бьется об этот, качается. Ну, 12. Нет, 12,90. 11,98. Ну, 98-95 средний надо брать просто. Сейчас скажу. Так, где-то средний 12,95-98, вот так прыгла. 11. 11,95, 11,98. Сейчас мы Yamaha померяем. Так. Главное не качай, чтобы он зафиксировался.
Так, 11,80, 11,84, 81, ну 11,80, короче, 11,8. Ну, я тебе могу сказать, что, по-моему, по ходу примерно вообще одинаково. Нет, может на крейсере, Жень, они не тоже на полный газ, не все на крейсере идут, понимаешь? А потом говорят, что расход меньше. В полгаза человек идет и пишет, что у него расход 3 литра, понимаешь? Какие 3 литра в час? Ну вот, кстати, Заглушил на скорость. так, ну вы видели, в общем-то, данные лодочные моторы по расходу топлива практически одинаковые. То есть вот эта вот погрешность, вот эта разница, это как бы можно списать на погрешность измерения. По расчетам получается примерно 0,1 литра в минуту. То есть получается примерно расход топлива на полном газу примерно 6 литров в час. Это на пустой лодке с нагрузкой примерно 100 килограмм. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все, всем пока.